Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на вторую половину октября для знака зодиака Рыбы. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим советы, предупреждения от Таро, советы от оракулов. Ленорман покажет нам сюрприз или неожиданность. И также у нас будет маятник. Маятник ответит на любой ваш вопрос, да или нет. Что ожидает рыб? Вторая половина октября. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первое, у кого они есть, отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Ух ты, у вас тут парочка. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас происходит. Для тех, кто в поиске, ваши перспективы, финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? И советы или предупреждения от Таро. Так, на дне колоды еще у вас одна фигурная карта. Да, рыбульки, но будете много общаться, потому что много фигурных карт. И на дне у вас рыцарь жезлов. Это то, что будет происходить в конце октября. Здесь может быть у кого-то получение новой работы или начало какого-то проекта. Но рыцарь, как правило, говорит уже о движении. Если паш мы еще продумываем, там сомневаемся, с кем-то договариваемся, что-то решаем, то здесь уже человек рвется вперед. Потому что цель этого рыцаря – это самореализация или карьерный рост. Также это может быть сдача какого-то проекта. Ну, если вы на себя работаете, вот что-то вы сдали, получили результат, отметили, может быть, это в команде с кем-то, и принялись за другой заказ, за другой проект. У кого-то может быть получение новой работы или работа связана с поездками, переездами, командировками. У кого-то здесь получение работы может быть где-то далеко. Это может быть поездка на заработки, другой город, другая страна. У кого-то здесь новые отношения вот с таким горячим рыцарем. Здесь еще может быть, вот по тройке кубков, кто-то может сдать права, кто-то может сдать экзамены на права. То есть научиться водить. Так, а что у нас здесь? Да, вот окончание какого-то обучения. Но это не обязательно права. Все-таки, конечно, рыцарь — это движение. Это может быть что-то связано с работой. Вы сдали какие-то экзамены, и у вас продвижение. Да, вот опять восьмерка. Это опять же человек учится чему-то профессионально. Или это продвижение по карьере. Может быть, начало, опять же, какой-то новой работы, карьеры, бизнеса. Но это что-то очень стабильное, то, что принесет вам хороший доход. Так, хорошо, давайте еще посмотрим. Сюрприз, неожиданность. Рыбы. Сюрприз, неожиданность на Ленорман. Вторая половина октября. Ой, ну у кого-то здесь любовь. Это, знаете, еще может быть любовь-то, рыцарь. Почему я говорила это? Это может быть любовь, новые отношения или где-то в поездке. Или это иностранец. Тут рыцарь где-то далеко находится. Может быть, это общение. Так, что у нас здесь? Семерка, восьмерка. Также это может быть продвижение в каком-то проекте. Здесь хорошая финансовая составляющая. Тут или вы занимаете очень хорошее положение, или находите хорошую работу, но по медведю это стабильный финансовый канал. Или здесь может быть помощь от кого-то. Я говорю, здесь очень много у вас фигурных карт. Может быть, кто-то будет помогать вас продвигать. Это могут быть и друзья, ваши родные, близкие, а может быть, это люди, на которых вы работаете. Ну хорошо, в начале
этих 15 дней тут колесо фортуны ложится. Конечно, карта может показывать ваш настрой, ваши ожидания какого-то счастливого случая. Это когда мы настроены на то, что все-таки нам должно повезти. Но в то же время колесо фортуны, как правило, несет перемены в жизни. То у вас еще и совет предупреждения, тоже карта перемен. Это может быть нахождение новой работы, это может быть улучшение в каких-то делах, которые, может быть, до поры до времени не развивались. Также это может быть присоединиться к какому-то проекту или начать какой-то проект, о котором вы долго думали. То есть, как вот здесь я говорила, если паж еще пока обдумывает, получает какую-то информацию, знание, то рыцарь – это уже движение. Движение к своей цели. А еще колесо фортуны может говорить о хороших деньгах. Но, как правило, это какие-то незапланированные деньги. Это может быть неожиданное повышение зарплаты или какая-то премия. Кто-то может получить наследство, на которое даже не рассчитывал. А вот король мечей может говорить, когда вы контактируете с юристами, адвокатами, нотариусами. Давайте мы одну карту уточним, с чем это колесо связано. Ну, смотрите, паж перешел у нас в рыцаре, да, вот в начале 15 у нас ложится паж, в конце октября у нас уже рыцарь. То есть здесь то ли какие-то вы деньги получаете и начинаете планировать, то ли вы реально находите работу, но уже к концу октября тут у вас идет вот именно продвижение по карьерной лестнице. Может быть, вас взяли с исправительным сроком, посмотрели на вас и оценили. То есть вы уже заняли более стабильное положение. Также здесь могут быть планы, связанные с недвижимостью. Может быть, это ремонт, строительство. Тогда колесо фортуны просто несут перемены в вашей повседневной жизни. То есть что-то сдвинулось с мертвой точки. Потому что еще вот это собрали информацию, какие-то, может быть, документы даже дождались. Да, восьмерка может показывать на строительство, начало строительства. У кого-то здесь новый роман. Тут у вас, смотрите, паж, рыцарь и королева. Это возникновение страстного романа. Может быть, или где-то в поездке, или, опять же, я говорю, человек... Это может быть иностранец или знакомство через интернет. Но для женщин мужчина будет очень ресурсный. У кого-то может быть еще тут беременность, зачатие. Может быть, это врач-хирург. Так, давайте мы уточним тогда короля. Это кто? Для женщин, может быть, это ваш супруг, возлюбленный. Но, как правило, это человек, который занимает в семье ведущую роль. То есть последнее слово всегда остается за ним, и спорить тут, конечно, невозможно. Да, вот переубедить, если вот он поставил какую-то цель или принял решение, да, тут доказать свою правоту или свою точку зрения бесполезно. Но также это может быть какой-то консультант, с которым вам придется общаться. Давайте мы уточним. Тут выбор какой-то. Так, сейчас. Ух ты. Угу. Доказать что-либо этому человеку невозможно, да? Так. Здесь у кого были отношения с таким королем? Отношения были, скорее всего, легкие. Да, встречались, когда ему хотелось любви. То есть двойка пентаклей – это что? Мы хорошо проводим время, какой-то, может быть, небольшой секс, встретились, провели время, да. Но это отношения ни к чему не обязывающие. Тут по тройке, то ли вы их закончите. Таких карт я тут не увидела. Но может быть небольшой конфликт. Опять здесь вот ожидание беременности. Так, сейчас. Двойка пентаклей, тройка мечей, двойка мечей. Какие-то сомнения, колебания. Да, конечно, король мечей очень жесткий человек. Может и словом сказать, обидеть.
Вы, рыбульки, очень восприимчивы. Вас ранить очень легко. Тут вот что-то не пойму. Что здесь? Так, вам не видно. Угу. Я совсем уползла вниз. Вам не видно. Здесь, вы знаете, может быть, даже что-то связано с беременностью. Может быть, были срывы. Я говорю, может быть, это врач. Двойка говорит, может быть, вам, например, кто-то предлагает обратиться к врачу, но, может быть, он реально берет много, но в то же время и помогает. И у вас очень много сомнений. Вы и финансово сомневаетесь, стоит, не стоит платить, а вдруг не получится, опять я получу разочарование. Да? Но тут карта говорит, интуицию слушайте, и туз пентаклей лег. Это может быть зачатие, это семя. Но еще здесь могут быть какие-то разочарования, конфликты по поводу, вот что я говорила тут, недвижимость, покупка, продажа, может быть, какое-то наследство. Да, конечно, тройка иногда показывает развод, расставание. Да, здесь может быть, знаете как, была у вас связь с человеком, ну это я говорю, ни к чему не обязывающая. Вы с ним расстаетесь, но долго будете колебаться, может быть, вы на пороге вот новой любви, но вот по тузу пентаклей это уже будет ваш человек. То есть если этот человек, может быть, был женат, я говорю, как бы здесь каких-то разрушающих карт я не вижу. Вот единственное, что в совет предупреждения карта говорит о каком-то облегчении, да, вот когда мы то ли выходим из каких-то судебных процессов, наконец-то мы избавляемся вот от всех этих передряг, то ли мы освобождаемся от какого-то человека. Но здесь, если вы с человеком разрываете, может быть, из-за того, что у вас кто-то появился, вы очень долго будете сомневаться. Или, может быть, это выход из какой-то тяжести, из каких-то, может быть, финансовых проблем или каких-то сложностях. Но это могут быть и бытовые сложности, и, может быть, сложности вот, в любви. Но смотрите, если вы тут сомневаться будете, вот от туза пентаклей отказываться нельзя. С чем бы это ни было связано, с беременностью, да, она наступит. Но, может быть, вот реально придется заплатить. Если у вас на пороге новая любовь, ну, опять же, я говорю, здесь, может быть, из-за того вы сомневаетесь, что, например, это роман по интернету, или вы куда-то поехали, познакомились. Сомнения, почему? Вот как, во-первых, мне надо с кем-то тут закончить отношения, кому-то нанести рану, или из-за того, что человек где-то далеко, и сомнения, что меня ждет в этих отношениях. У кого-то здесь споры, конфликты, может быть, из-за вот какой-то недвижимости. Я говорю, он как сказал, и вот добиться, достучаться до этого человека очень сложно. Нужно предпринять очень массу усилий, чтобы его в чем-то переубедить. Вот для мужчин, я думаю, что король мечей – это вы. Есть у вас какие-то отношения, но несерьезные. То есть вам просто приятно с этой женщиной. Тут вы отказываетесь от этих отношений, потому что у вас кто-то появился. Да, тоже будете сомневаться, колебаться. Но по тузу пентаклей, скорее всего, здесь понимаете, что отношения серьезные. Или же вам нужно действовать как король мечей, если здесь решается вопрос с какими-то крупными деньгами, с наследством, с недвижимостью. Может быть, карта говорит, что вам самим нужно решить эту проблему, но не как король кубков, да, когда мы боимся кого-то обидеть, а именно вот отсекать кого-то или что-то из своей жизни. Или карта советует вам нанять адвоката. Даже интересно, рыбки, отпишите, что у вас здесь происходит, если не сложно. Для тех, кто в поиске любви, ну, мужчин здесь ложится королева жезлов. Это может быть представительница огненной стихии, Овен, Лев, Стрелец. Или может быть женщина, которая работает на себя. Может быть, это бизнес-вумен, или она занимает руководящий пост. Да, как правило, это женщина-лидер. Но карта говорит, что отношения будут бурные, страстные, сексуальные. Но для женщин здесь карта может показывать возникновение соперницы.
Давайте мы уточним для женщин. Так, ну здесь, да, вы можете столкнуться, если вы давно в одиночестве, да, у вас тоже будет переполнять страсть, но вот ложится семерка мечей. Здесь еще, знаете, могут показывать, что вы не сойдетесь характером, например, с пожилой дамой. Может быть, это мама вашего нового избранника. Ну, не примет вас человек. Да. Два варианта. Или тайная связь будет, или вот какая-то мама, ну, какая-то мама вашего нового избранника вас не примет. Ну, может быть, она уже привыкла командовать своим сыном, да, и соперницу она не потерпит. Тут вот столкнетесь вы с трудностями. Здесь какой совет? Значит, переезжайте и живите отдельно. Здесь какая-то, может быть, кармическая ситуация, кармическая отработка. Потому что вот эти карты говорят, что да, вы на пороге новой любви. Человек будет очень щедрый. Такое, знаете, крепкое мужское плечо. Но, может быть, он будет связан какими-то обязательствами. А обязательства, может быть, реально вот у него там мама пожилая, он за ней ухаживает. Но по королеве жезлов, я думаю, что она не такая слабая, какой хочет казаться. Потому что вот королева жезлов — это когда энергия переполняет человека. Ну, тут могут быть тонкие манипуляции. Да. Ну, смотрите, рыбульки, да, если вы познакомились, человек свободен, тут могут быть трудности вот с какой-то пожилой дамой, или у кого-то здесь будет тайная связь. Здесь по страшному суду, если это касается вас, тут вам нужно будет как-то с этой ситуацией примириться. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Старший аркан — сила. Ну, сила может говорить, что очень много работы, или вам нужно будет справиться с какой-то сложной задачей, с каким-то вопросом в вашем бизнесе, в вашей работе. Ну, по силе вам и энергии, и сил хватит. Да, может быть, какая-то энергозатратная ситуация у вас будет стоять. Может быть, начало какого-то нового проекта. То есть нужно будет приложить много сил. Еще, конечно, это конкуренция. Это может быть победить, обойти конкурентов, претендентов. Потому что по колесу фортуны здесь может быть предложение о каком-то новом проекте, или о новой работе, или о новой должности. Как я и говорила, что вас могут взять, ну, с каким-то исправительным сроком, но здесь вам нужно будет постараться, потому что в конце октября вы уже занимаете более серьезную позицию. То есть как бы карта говорит, что если были какие-то трудности, проблемы, то при помощи своей силы, мудрости вы все эти вопросы решите. Ну или, может быть, реально будет завал. Хорошо, для тех, кто в поисках работы, у нас тут девятка пентаклей. И девятка пентаклей — это как колесо фортуны. Это оказаться в нужном месте в нужное время. По рыцарю, по пажу это может быть предложение о партнерстве, но, может быть, придется вложиться финансово. То есть это есть шанс, может быть, получить хорошую работу, но вы будете полностью довольны и самой работой, и зарплатой. Конечно, вот эти две карты могут говорить, что о каком-то одноразовом заработке. Ну, то есть вот вам дали заказ, вы его выполнили и получили свои деньги. Но все равно вот обратите внимание, что вам предложат. Хорошие деньги можете заработать. Может быть, предложение будет вот от такого короля кубков. Ну, для женщин, может быть, это ваш супруг, возлюбленный. Или эта карта говорит, что вы зарабатываете своими талантами, тем, что вы умеете и любите делать. Еще это может быть трата для кого-то на врача, на какого-то консультанта, который даст вам дельный совет. Еще это человек, у которого сильно развита интуиция. Ну, мы смотрим на финансы. Может, он вам предложит, например, во что-то вложиться. Прислушайтесь. Кто-то из мужчин, может быть, будет тратиться на новую любовь. Это вот приглашать куда-то, на подарочки. Хорошо, и в конце этих 15 дней у вас ложится тройка кубков. Но это опять же карта сбора урожая.
То есть люди работали над чем-то, получили то, куда они вкладывались, ну и что-то отмечают. Да, вот у кого-то, я тут говорила, может быть удачная сдача экзаменов, может быть это какие-то тесты по работе, вот вас приняли, посмотрели на вас эти 2 недели, да, оценили и или приняли на работу, или повысили вас по должности. Также это сдача каких-то экзаменов, прохождение тестов. У кого-то здесь на пороге новая работа, новая любовь. У кого-то известие, например, о беременности. Кому-то делают предложение руки и сердца. Кто-то находит новую любовь. Но в любом случае тройка всегда говорит об удачном завершении каких-то процессов. Хорошо. И в совет предупреждения ложится у вас страшный суд. Страшный суд, как правило, говорит о выходе из какой-то тяжести. То есть что-то очень долго-долго тянулось, и наконец-то это завершилось. Это может быть, что одна дверь закрылась, а другая дверь открылась. Это может быть, опять же, если вам предлагают какую-то работу, обратите на это внимание. Если здесь что-то с отношениями, может быть, у кого-то возрождение старой любви, я что-то это не рассмотрела. Ну, вообще, страшный суд или говорит об избавлении и освобождении от кого-то или от чего-то, или наоборот, она говорит, что в вашей жизни начинаются перемены. Ждите, ждите, как в совет, да, ждите каких-то перемен, каких-то сообщений, известий. Но вот иногда карта говорит, что вот, чтобы эти перемены в вашу жизнь пришли, нам нужно выйти из зоны комфорта. Вот может быть у кого-то здесь реально роман с иностранцем. Или может быть предложение по работе, но опять же вот куда-то уехать. Вот карта говорит, обязательно это рассмотрите. Не упустите этот шанс. Так, хорошо, давайте мы получим для вас советы. Первый у нас это Веканский оракул. Совет для рыб. Вторая половина октября. Совет Веканского оракула. Это бассейн лунного света. Карта у вас перевернутая сейчас. Ваши мысли темны, неясны и заполнены слишком большим количеством информации. Ограничьте свои разговоры, чтение новостей и просмотр телевизора. Позвольте тишине наполнить вас. Еще у нас совет от оракула Королевы Луны, Рыбы, вторая половина октября. Депат. Депат – это путь. То есть перед вами открываются какие-то новые возможности, новые пути. Но для того, чтобы вы в эти возможности попали, вам нужно вот подняться вот по этой лестнице. Вот как по страшному суду выйти из какого-то привычного ареала, да, вот где вы обитаете. То есть карта говорит, примите вот этот вызов, который дает вам судьба, и что-то новое начните. Новые отношения, переехайте куда-то, вот, уезжайте куда-то за любовью, за работой, за какой-то удачей. То есть вот в эти 15 дней какие-то новые пути для вас откроются. Но вы должны на это решиться. Хорошо, давайте мы посмотрим с вами маятник. Маятник, ответь, пожалуйста, рыбам на их запрос, да или нет, вторая половина октября. О чем бы они ни спрашивали.
А вот вы видите, как себя ведет маятник, да? В конце он сказал «да», но то туда, то сюда. То есть это о чем говорит? Что тут все будет зависеть от вашей решительности. Вот от этих вот каких-то двойки мечей, от ваших сомнений. Если решитесь, то да. Если будете сомневаться, то, конечно, маятник за вас это не может решить вопрос. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.